Привет, друзья! Выезжаю я с парома с Гданьска. Мужичок поздоровался, как будто мы с ним всю жизнь знакомы. Прикольно. Еду я на выгрузку в Белогард. Польша, городок такой. Сегодня у нас вторник. И затем в среду я в сервис. В сервисе у меня очень много дел. Ну, а шел я с паромом с Стокгольма, точнее с Нюнинсхамна на Гданьск, который идет 18 часов там, или сколько он идет? 19 у меня вышло, 19:30 у меня вышло по Тахе. И поэтому Пол Феррис линия называется. Хорошо в будний день идти паромом, мало людей. Ну, сейчас уже потихонечку начинается у нас почти середина мая. Ну, точнее, не почти, а середина мая. И потихонечку начинают туристы уже появляться, путешественники и так далее. Ну, а в сервисе у меня куча дел. Первое, самое главное, это ретардер. Я уже жаловался на него. Едем в сервис. Проблемка такая в сканиях, да, имеется с ретардером у всех. То есть, как это проявляется, в чем проблема? Первое положение, в принципе, первое, второе, третье, вообще никакой нету реакции. Реакция появляется на самом последнем уровне. И то это реакция, то есть, не плавная, никакая, она либо резкая, то есть ничего не происходит какое-то время, затем она резко начинает тормозить. То есть, если я загружусь больше 20 тонн, ну и в целом неважно, просто уже под загрузкой идет тягач, то эффективности еще было меньше, то есть. Поэтому еду я в сервис, пускай разбираются, что там не так. Затем подогрев зеркала. У меня не работает подогрев зеркал. И навигация. У меня есть карта, но не работает навигация. Я пробовал с рабочей машины рабочую карточку также вставлять. Она также не работает, то есть у меня заблокирована система. То есть мне должны каким-то образом разблокировать эту систему. Про карточку навигационную, когда мне это сделают, если мне это сделают, я вам все расскажу, где, как, что я купил. Получилось, не получилось. И что-то еще же было у меня, наверное. Ну и, конечно же, самое главное, на базе меня ждут уже ковры с чехлами, которые я заказал. О них мы чуть позже. Все как я их возьму, распакую, разложим, расстелим. Полный обзор, все как положено. Затем велосипед забрать. Во-первых, его еще отремонтировать. Мне сейчас запчасти пришли уже по Allegro. Забрать нужно из ящика. Заказал я. У меня в том году навернулся... Что мне навернулось? Резьба в шатуне. Вот, кто знает, что такое шатуны, вот, да, у нас, где звездочка с одной стороны, 3 звезды передняя, и с другой стороны вот эта вот палочка, там резьба у меня от педали, короче, я слабо педаль закрутил, у меня выбило резьбу, ну и, в общем, короче, все это дело под замену, чтобы я спокойно мог кататься на велосипеде. Велик, подумаю, у меня времени будет немножко, наверное, в обрез, я так понимаю, потому что, вероятнее всего, в среду я проведу весь день в сервисе, просто тупо просижу, без дела. Просижу. Машина будет в сервисе, я буду сидеть на диванчике. Поэтому велосипед я, скорее всего, повешу все-таки за кабину, не в палетник. Потому что палетник я до сих пор не сделал. Не знаю, получится, не получится успеть сделать палетники, чтобы обклеить их от пыли. Потому что вот эти вот шмиты новые вообще без ничего идут. Просто железо по железу. И там пылище у меня уже было после первой недели вот такой вот слой. Поэтому, ну, естественно, велосипед я туда ложить не буду. Должны были заказать мне уплотнитель. И мне это дело нужно будет обклеить. Я не знаю, получится ли мне сейчас это сделать или нет. Ну, а велик по старинке повешу за кабиной. И будет он там висеть у меня. Что еще было? Вроде бы все. Ну и, конечно же, сделать закупку. И уже заехать, как бы, дорабатывать
до середины июня. В середине июня я поеду домой. Ко всему к этому мне передали закатки из дома. Также они меня ждут. И вторую пару очков, потому что очки, которые у меня сейчас, вот эти очки, они у меня с синими стеклами. И они не особо подходят на постоянку под солнечную погоду. Больше всего они бликовые идут, как над блики. Вот солнце, когда дождь прошел и солнце, снег вот на перевалах, когда лежит на перевале снег под солнцем, это все, ну да даже без солнца, неважно, просто когда там лежит, это очень все ярко, все бело, вот эти очки в самый раз. И все бликовые моменты, когда мокрый асфальт, солнце светит и так далее. Вот они идеально подходят, но вот в постоянную солнечную погоду немножко в них не то, что надо. И ко всему к этому они сами по себе очень плотные, и они мне давят на голову мою. Такое чувство, когда их час поносишь, что у меня голова, ощущение, что лопнет сейчас. Погодка классная в данный момент. 17 градусов, солнышко. Завтра передают дождь. Ну, кто бы сомневался. Ну, главное... сегодня, конечно же, еще мне умудриться... Ну, здесь от меня ничего не зависит. Это выгрузиться и успеть на мойку. Мойки работают до 8 часов вечера. Поэтому очень так все это... Мы в прошлый раз выгружались 3 машинками. И в итоге я выгрузился первый. И я не успел на мойку. Ехать из порта немножко, ну, не то что далеко, больше по времени. Дорога вся в ремонтах, и очень тяжело ехать. И то есть ты просто целый день теряешь. На базу я вернулся тогда, там, к 12 часам ночи. Что-то в этом роде было. Ну, может быть, не к 12, конечно, где-то я в часов 10 вечера был только на базе. Посмотрим, как это выйдет у меня все сегодня. Но главное успеть на мойку. В прошлый раз я приехал, оставалось еще буквально 8 минут до закрытия мойки, но... Сотрудники уже с вещами, как говорится, на выход. Я говорю, да только внутри мне, блин, ребята, там же 5 минут это все дело сделать. Ну, никто, естественно, ничего уже не делал, я уехал. Была у меня поездочка на Лафатены. И я даже не стал снимать какое-то разговорное видео. Я снял видео для второго канала, где от первого лица. Почему? Потому что... Честно говоря, даже, ну, я, во-первых, любовался сам красотой, не отвлекался. И надо как-то подготовиться, собрать больше материала. Желательно, конечно, чтобы мне какая-то когда-нибудь попалась 45-ка на Лафатенах, чтобы можно было где-то что-то там проехать, посмотреть, походить хотя бы. И собрать какую-то информацию, более что-то вам интересно рассказать про Лафатены, а не просто картинку вам показать. И, значит, я там загрузился икрой, и она была в бочках. Первый раз я такой загрузку делал, и специфика была такая, что бочки ставили и на второй ряд. И у меня было 2 загрузки. Первую я сделал, уже мне чуть-чуть поставили на второй ряд в начале прицепа. И я поехал на вторую, там мне должны были еще добавить. Я понимал, что если я сейчас буду ставить их просто, то я получу перегруз на ведущую ось. То есть я уже смотрел по весам. И я решил их положить. Последние ряды, чтобы удлинить немножко ближе к центру прицепа, сдвинуть этот груз. И в целом вышло у меня четенько. 18 тонн было на ведущую ось, и на прицепе было 21 тонна. То есть вес был 26 тонн этих всех бочек. Ну и где-то какие-то частицы, наверное, то есть там икра забита в этих бочках. Я так понял, она плотником забита или как, я не знаю, как она там внутри. Но очень неплотно, их спокойно, как бы, можно, они там их, ну, катали, кидали без проблем, не боясь, что это все дело откроется. И из них где-то из-под крыши какие-то вот эти вот остатки вот этого рассола, вот этого, да, это соленая, я так понимаю, икра. Это все вытекало дело. И вот 190 бочек с них это все повытекало. И у меня в прицепе был просто ужас какой-то. Вонь непередаваемая, это не как от рыбы. От рыбы это запах. Вот. А то, что у меня было, это была вонь. Ситуация с рефом. Как он помер. Стоял он у меня в старт-стопе. Все хорошо держало температуру. Минус 22 была температура. Наступило утро. Мне ехать на выгрузку.
Я пошел пока в туалет, прихожу, как-то думаю, молчит, думаю, смотрю, а он не горит. Я клац, ничего не происходит. Питание горит зелененьким. Тоже вот интересно, что вначале оно горело 12 вольт. Я такой, интересно, думаю, если оно горит, да и, ну, аккумуляторы новые, и в целом нету вообще, то есть если бы это был аккумулятор, он хотя бы засветилось бы там табло, что-то в этом роде, но не хватало бы старта, например, на зарядку, да? Ну, если, конечно, конкретно их там не замкнуло или что-то в этом роде. Ну, в общем, я сообщил сразу об этой проблеме. Я выехал в сторону разгрузки. Выехал, потом думаю, попробовать снять клемму. Поставить назад, ну, вообще посмотреть, что будет происходить. Я перед мостом, как ехать на Харстад, кто знает, да, такое там сейчас ремонт идет. Ну, в общем, я в этот ремонт так заехал, там местечко было стать. Я стал, полез ковыряться. И я снял клемму минусовую, там хорошая такая защелка стоит, не надо ничего откручивать. Я ее снял, поставил на место, и у меня в итоге вообще уже ничего не горело. Даже питание 12 вольт, которая зеленая лампочка, она уже перестала гореть. Ну и ко мне тут работники местные, там на самосвале мужичок приезжал туда, Норвегии. Что тут туда-сюда? Я говорю, да вот рефрижератор сдох. Ага. Ну и, короче, не прошло там пару минут, как возле меня уже собрался такой педсовет. Чувак, я не знаю, водитель он экскаватора или чего, он принес пуск быстрый, этот самый, как его правильно это называется-то, да, батарейку эту, которую стартовать, и тестер, вот. Ну, естественно, мы попробовали этот вариант, это ничего не дало, попробовал тестером, как бы, ну, все хорошо, в порядке, батарея в порядке, все дает. Ну и там еще один подошел, там он шарил в рефах, давай, в общем, ну, норвеги молодцы, конечно, такие. Кинули они, короче, свою эту дорогу, работу, неинтересно им это стало, тут интереснее было уже со мной, что же тут, как же, почему он не заводится. Значит, полезли мы, нашли на аккумуляторе предохранитель вначале, он говорит, о, смотри, сгоревший. Я говорю, сейчас дам другой. Хоп, поменяли, ничего этого не дало, там стоит два предохранителя, на клемме самой получается. Ничего это не дало. Интересно. И питание не горит по-прежнему, то есть где-то я понимал уже в голове, что, ну, им говорю, что где-то обрыв чего-то, вот, какого-то кабеля, там, провода, я не знаю что. Полезли мы во второй отсек. Откручиваются там болты звездочкой. Как со стороны аккумулятора отдельную крышечку, так и со стороны этого блока, так сказать, как его правильно назвать, да, электрического, вот этого вот всего электронного блока, где все провода, вся движуха, все там, все предохранители. Мы открыли эту первую крышку, и там как бы она закрыта на отдельные болты, реф новый. И как бы видите, и в понятиях норвегов, что, ага, не надо туда лезть, это уже дело сервиса. Ну и мы так и, я им сказал, конечно, спасибо большое, ребята. Полетел я выгружаться, пока у меня рыба не растаяла. Ну и все, уехал я оттуда, сообщил все досконально уже своим, как бы, ну и меня ждал уже сервис. Я приехал, как он правильно, да, мобильный сервис. И, то есть не на выгрузку поехал, сразу сервис, он давай проверять, смотреть, сразу тоже он с аккумуляторов там проверил, там, ага, все хорошо, пошел уже в этот блок, открутил он эти болты, снял эту крышку, там куча проводов, всей движухи, ну и чесал он голову, и потом просто методом тыка начал дергать все провода, и дернул один, который что-то там буркнул, короче, он дал питание. В итоге это был просто сгоревший провод. Как он объяснил, что это слабые провода, в новых прицепах сейчас такие делают. И от того, что был старт-стоп, он вот этим образом сгорел. То есть он, мало того, что слабые провода, он еще был плохо зажат. Вот это вот, вспомнил я эту причину, что провод был не дожат, и то есть контактом оно его долбило, старт-стоп, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр.
И в итоге он откололся. То есть он просто сгорел в итоге от этого. Он вроде все зажал, все пережал, посмотрел там, перекрутил, поменял. Ну и сказал, что вроде как все должно быть теперь хорошо. Ну и я сейчас вот езжу уже. После этого инцидента прошло у нас 2 недельки почти. 1,5, наверное, да? То и в старт-стопе, и в постоянке все как бы хорошо работает. Без всяких проблем. Также еще по прицепу на погрузке мне повредили ручку. Да. Выгружался я с закрытыми дверями. На загрузке мне повесили вот такую вот толщины пломбу. Выгрузка была с закрытыми дверями. Я подъехал, стал. Ну и все, там они открыли. Я там особо таких звуков каких-то жестких ничего не слышал. Выгрузили. Приходит ко мне девушка, отдает документы, говорит, все как бы... Все, можешь ехать, типа, спокойно. Ну, двери уже закрыты там внутри. Я отъезжаю, думаю, нет, конечно, пойду ж посмотрю. Там стойки мои на месте, что там да как. И я выхожу, подхожу и вижу эту разодранную ручку. То есть они срывали, жестко просто срывали пломбу. Ну, я, честно, даже не представляю, как так можно вообще было сделать и для чего. Что согнуть ручку металлическую и раздраконить этот весь пластик. Но неужели у вас не было инструмента, чтобы аккуратно снять эту пломбу? Я вот этого вот вообще не понял. Ну и все, конечно же, сообщил тоже сразу на офис. И пошел к ним в офис, говорю, такая проблема. Вот, обменялись там этими самыми мейлами. Я выслал ему фотку, видео. И он говорит, все, дальше мы с офисом. Ну и как бы мне потом подтвердили, что все хорошо, можешь ехать. Ну и я поехал. Дальше уже как бы не моя забота. Надеюсь, мне как бы ручку эту поменяют. Чтобы я не ездил с этой корявой ручкой, чтобы на меня не все думали, что это я ее погнул. Ну и по рефу, собственно, еще раз. Теперь я вам дам вот все вообще возможные варианты, которые у вас могут быть. Именно, так сказать, первичные, что вы можете сами посмотреть. Спокойно, да, можете тоже откручивать эти болты, крышку, не смотреть на это все. Я так как бы думаю, проверяйте вот эти вот провода. Предохранители, аккумулятор, клеммы. И дальше вот там предохранители с другой стороны. Где-то если вы в каком-то поле там будете стоять без возможности приезда сервиса. Ну а конечно же лучше всего, чтобы это всегда делали на сервисе. И тем более это как бы гарантийная вся история. Прибыл я за посылками своими на одном тягаче. Еду сейчас в сервис. Завтра с утра, чтобы меня приняли. Как раз погасла у меня еще одна фара. На базе нужно будет выправить. Ну а я заберу сейчас, кто не знает, на Allegro заказывайте. Ищите адрес, который вам удобно. И вам приходят такие боксы. Приходите, код вводите и забираете. Так, первые 2 посылочки готовы. Педали и шатун должен быть он в сборе. Я надеюсь, я его потом распечатаю. Доеду сейчас вначале. Что ж, классная коробочка. Оригинал Shimano. Все как положено. Точно такие же в Билтеме покупаются. Продаются точнее. А я велосипед покупал свой в Билтеме. Ну и у меня вся система Shimano на велосипеде. Педали какие-то Неко, но алюминий. Хорошие. Добротные такие. Все, левая, правая. Все как положено. Ну и собственно вот. Звезда на 3 этих самых. Shimano. Dual Index. Класс. Ну и вот у меня с этой стороны именно вот это нужна была одна деталь. Ну, естественно, я менял в сборе, чтобы это все дело хорошо плясало. Завтра у меня сервис. И посмотрим, что мне сделают. Все ли мне, точнее, сделают то, что мне нужно было в целом. Вот. Ну и потом уже на базу приеду. Ковры с чехлами свои заберу. Я в сервисе. Спалил здесь, скорее всего, нашей компании машину новую. Ну и я ужас какой грязный. Сегодня буду мыться. Ретардер сделали. Зеркало также сделали. Ну и сейчас еще проведу диагностику двигателя вроде как. Столика нету в наличии.
Столика нету в наличии. Печалит меня это, конечно же. Буду я пробовать по Швеции ездить по сервисам. Может, где-то будет в наличии, чтобы мне его сразу установили. Ну и навигация. Сейчас тоже еще раз я попросил. Должны они разобраться, почему у меня не работает навигация. Уровень мне не могут изменить. У меня задрана жопа. Мне его не могут поменять, так как здесь установлена дополнительная программа на то, чтобы ось поднималась принудительно. Вот так мне пояснили. Поэтому буду я ездить без подкрылков. Все, проверяют на компьютере сейчас ошибки и посмотрят мне навигацию. Scania 100% электрическая. Это у нас версия 40R на 400 киловатт. Также есть версия на 450 киловатт 45RS. То есть идут они в кабинах и в R, и в S. И запас хода такой Scania, как утверждает сама Scania, 350-400 километров. Все зависит от факторов погоды и стиля вождения. Зарядка на 130 киловаттной станции 1 час добавляет 100 километров пробега. На 300 с чем-то сильной киловаттной зарядке, то там можно до 270 километров зарядить за один раз. Хожу по территории, вот вам паучок, кстати. Вообще резину вам переднюю показываю. Какая она, да? Один из вариантов крутой резины. И она отдельно, вот даже у нее название Conti Scandinavia HS3. Это у нас континенталевская резина. Устанавливается, кстати, вот это, я так понимаю, заказчик устанавливает, выбирает резину. Потому что обычно виден на сканиях Bridgestone, но здесь Continental. И ведущая зимняя тоже хорошая такая стоит. Конти также сама Скандинавия. И ленивец еще. Тоже точно, кстати, такой же Конти Скандинавия, только рисуночек немножко другой у нас идет. Это у нас ленивец, это у нас ведущий. Ну и, кстати, она мягкая, хорошая. 12 дня выехал я с сервиса. Навигацию, короче, в итоге мне не сделали. Значит, Сканию не развести, и левые всякие карточки, типа таких, не работают. Где тут она? О, это я купил на Allegro за 50 евро. Эту карточку, толку она никакого не дала. В итоге все равно Сканию не обмануть, и сказали: плати 500 евро, чтобы у тебя все заработало. Вот, поэтому я буду без навигации ездить по знакам. Так, работа кипит. Работа кипит. Сейчас вымоюсь и в путь. Расчехлять уже будем все вечером. Там все так четко запаковано, поэтому пока что мойка. В самый раз, когда помыл машину, пошел дождь. Что у меня тут стекает по кругу? Да уж, повезло. Наступил у меня вечер уже, стемнело, ночь точнее на дворе. Я приехал на загрузку. Ну и, конечно же, забрал я собственной персоны ковер в завернутом виде. Здесь еще чехлы. И пакетик был еще небольшой. Здесь лента клеить. Так, вы недовольны покупкой? Тогда мы идем к вам. Вы довольны покупкой, не понял. Спасибо за заказ. Помните, в подарок наш фирменный сувенир. Вы уже нашли его. Спасибо за заказ и обратную связь. Карточка, короче, такая. Ну, а сувениры, я так понимаю, вот. Пегастрак, вонючка. Отлично. Потом понюхаем. Ну что? Эх, чехлы, чехлы, чехлы. Чехлы с инструкцией. Инструкция по установке чехлов. Короче, ребята, сажусь читать установку. И затем будем устанавливать. Ребят, извиняюсь. Подарок не только вонючка, но и
подпяточник. Тут он уже идет с липучками, то есть, потом я разберусь. Также коврик. Я себе отдельно еще заказал коврик. Прорезиненный с одной стороны, с другой стороны идет вот такой вот материал. Гораздо лучше его, он мне нравится, чем сканевский. Здесь фирменный Пегас, у нас логотип идет. И то есть со специальными он идет крепежами такими, чтобы никуда он не ерзал. То есть, ну, это будет у меня зимний вариант, типа. Я так это представляю. Вот. Летом я его не буду использовать. Ну, пока что я ж убрал ковер оригинальный. Я его выложил на базе, чтобы он мне больше не мешал. Но это временно, пока доехал, постелил я его на пол. Здесь разрезы по швам, да? И здесь четенько видно 5 слоев. В общем, 5 их тут. И эта часть у нас не должна пропускать влагу. Самое что главное, чтобы у нас на полу не собиралась влага. На оригинальном, то есть, да? Так как спать мне как-то нужно было ложиться, решил я ночью ковер положу пока что без проклейки. Потому что девать-то мне его некуда, он-то огромный. А на выходных я, если честно, не понял, мне эта лента и на чехлы, и на ковры, что ли, должно ее хватить. Но ее там как бы много, да. Наверное, это все продумано. Я уже буду, конечно же, это потом разбираться. А пока что постелю ковер. Вот и настал момент теста рабочих подогрева зеркал. Да, у меня тут дождик меня уже промочил. А я пока в футбол рубился, пока загружался. Начинаем установку. Собственно, инструкция от Пегаса по установке. И лента, кстати, я говорил, что насколько хватит ленты. Лента это для ковра. А в чехлах уже здесь была установлена. То есть мы ее отклеиваем и погнали по инструкции. Первое, что мне нужно сделать, это вот эти все липучки наклеить на сиденье. Так, собственно, по картинке я это сделал. Ё-моё, солнце. Солнце. Следующий шаг у нас написано. Так, очистить от поверхности, удалить защитный слой, приклеить липкую ленту. Это хорошо. Фена у нас нету. Дальше мы натягиваем сам чехол, собственно. Внутренняя его часть, можете ознакомиться, как она здесь выглядит, из чего состоит. Так, спинка натянута. Следующий шаг у нас идет сиденье. Что ж, сиденьем то же самое. Наклеиваем на сидушку. И здесь специально под водительское идет с лентой. То есть все продумано. Потому что на заводском сиденье у нас есть здесь липучка. А на второе кресло, которое как скамейка у нас, да, идет, поднимается, то здесь обычно идет чехол, то есть без липучки. Поэтому видите, как все четенько сходится. Друзья, вы видите здесь порезы? И я нет. А они здесь есть. Эту спинку мне удалось почему-то гораздо лучше надеть. Ну, ее гораздо проще надевать, не так, как водительская. Принимайте, друзья, работу. Значит, все выбирал под оригинал. Рисунок у нас под рисунок, естественно, пола. С этой стороны вам будет лучше видно. Все по фэншую, как положено. Потратил я, признаться вам, 1,5 часа. Ну, ковер, значит, так. Здесь я все постарался закрепить как положено. То есть, чтобы все выглядело эстетично, так? Этот у меня получился еще лучше. Ну, здесь проще, как бы у нас идет проще надевать, так как у нас сплошной, без замка, просто надели как чехол. Подголовник отдельно идет. Здесь, конечно же, выпендронов чуть-чуть поболее.
Ну и, собственно, можете убедиться, да, в качестве. В целом, мне очень сильно это дело нравится. Ну и, конечно же, фирменная фишка всего этого дела. Это же вот с обеих сторон эмблема Пегаса. Ну вот здесь также. Здесь чуть-чуть, видите, не доровнял я, да? Ну, это уже дело такое. И здесь у нас точно так же. Тем самым я избавился от пыли сборника где-то на процентов 80. Теперь пыль собирает только в целом это сам матрас. На него, кстати, у меня сидейка тоже у Пегаса заказать чехол. В целом у них очень широкий выбор продукции. У них шторы, чехлы, ламбрикены, ковры. В общем, все, что можно в тягаче повесить и положить. Поэтому ссылки вы найдете в описании. Также действует акция. При названии кодового слова от Федора вы получите гарантированный подарок от Пегаса при заказе чехлов или ковров. Теперь салон в этой Scania стал абсолютно другим. Радует абсолютно глаз. Я очень доволен результатом. Теперь могу в козырных сиденьях делать вам стримы спокойно. Ковер также. Нету теперь этой проблемы. Собирание мусора, пылища никакого. Спокойно пистолетом в начале дня, в конце дня ты это все дело продуваешь, у тебя все вылетает моментально. То есть защита идет полностью вокруг сидений досконально. Здесь можно все проклеить, каждый угол пола. Я пока что не готов этим заняться, наверное. Я его как бы очень так неплохо уложил с первого раза. И, может быть, краешки какие-нибудь я поподклеиваю, где находятся у нас стыки, порожки там и так далее, к сиденью, чтобы придержать. Вот, да, тут язычки одни торчат. Вот я, наверное, их в первую очередь приклею. Ленты у меня, получается, вот эта лента, это у меня идет для ковра. Я вначале думал, что это для чехлов на сиденье, но оказалось, это идет у нас для ковра. То есть Пегас очень молодцы, я вам серьезно говорю. Обращайтесь к ним без всяких проблем. Значит, у меня еще есть дополнительно, это также шел он у меня в комплекте, мягкий, из такой грубой ткани. Ну как грубой, не то что грубой, но не такой, как в Scania оригинальный коврик. Вот больше мне напоминает центральный коврик в Volvo. Во как, я вам могу сказать. И здесь тоже классный материал, непромокаемый. Я думаю так. Пегас, тут эмблемки. На защелках, как под оригинал, да? То есть ничего у вас никуда ерзать не будет. Если вам надо, это все ложится и пристегивается на специальные клипсы. Также легко снимается. И в дальнейшем, наверное, я еще закажу чехол на спальник. Но я еще решаюсь. То есть, либо нужно слаживать отдельно всегда постельное белье. Например, выделить центральный ящик, туда это все ложить дело. Потому что по-другому я, не знаю как. Еще и как бы застилать типа чехол, да. Но это слишком, наверное, много гемора. И в целом, наверное, пока ты будешь расстилать, ты также будешь эту пыль поднимать. В общем, я не уверен в его надобности до конца. Шторы у меня родные, сканевские. Я не хочу их менять, потому что они чуть-чуть, конечно, не пыль собирают, да, но не так, как... я пока что не видел материала, который бы мне понравился для штор. Поэтому я пока что останусь с родными шторами, они меня вполне устраивают. Ну, естественно, все по фэншую. Шашечка к шашечке. Шашечки не просто так были выбраны, они были выбраны под пороги. Кто об этом сразу не понял. И, конечно же, огромное спасибо хочу выразить всем, кто принял участие в их доставке. А в этом были задействованы как минимум 5 человек. Значит, Пегас осуществляет доставку по России без проблем. Также сейчас организовывается логистика и до Беларуси без проблем. Но у меня горели сроки, мне нужно было это срочно доставить. И то есть, если мы делали доставку до Беларуси, возможно, разница вышла бы в неделю. Но я не знал точно, когда я приеду в Польшу, чтобы я смог это все забрать. Поэтому пришлось действовать радикально. И я задействовал в первую очередь свою одноклассницу, она живет в Москве с семьей. Она согласилась мне помочь, она приняла посылку, проверила там первоначально все, и затем она передала своим родственникам
в Беларусь. Там кто-то приезжал к ним, ковры поехали дальше в Беларусь. В Беларуси встретил мой брат. Забрал все это дело и завез на автобус, который шел до Польши. С автобусом договаривался уже еще один человек, он новый водитель в Скандинавии сейчас, зовут его Денис, это мой подписчик и хороший очень человек. Вот он мне, собственно, я ему чем-то помог, теперь он мне помог также с этими коврами, он работал до этого на автобусе, свои немножко там связи, так сказать, есть. И, значит, посылку доставили в Польшу, и там же тоже его же человек с Познани посылкой уже по Польше, посылкой выслана была на базу моей фирмы, и там ее уже встретили. И я уже приехал, естественно, забрал. Собственно, вот такое вот путешествие вышло. То есть по цене, по доставке, да, вышло это примерно мне в сотку где-то евро. Чуть-чуть меньше, наверное, все-таки это вышло. В целом, я думаю, ну, это нормально. Сама же стоимость чехлов и ковров, это самое дорогое, что было на Пегасе. Премиум Дакота, по-моему, называется. Я, если честно, подзабыл, как это дело называется у них. Но вы, если в случае заказа, вы не промажете просто-напросто, потому что круче некуда. Ну, так есть. Я хотел то есть это эко-кожа, козырная эко-кожа. Не в каждом сейчас новом автомобиле устанавливается такого качества эко-кожа. А кто не в курсе, что практически в 90% машин, которые сейчас создаются, даже она в крутой комплектации, там идет не кожа, а эко-кожа. Либо же самый крутой, что сейчас, наверное, есть из евро и... Ну, я про Китай вообще молчу. Это Напа. Напа ну, это хорошая кожа. У меня в Мазде была Напа. Но она не любит грубости. Вот это же, я уверен, что даже с первого раза я и бычком не пропалю. Вот. Очень хорошая, похожая на, как в американцах устилалась когда-то кожаное сиденье делалось. Я в данный момент в новых американцах не знаю, какие они делаются. Так, как же у меня называется... Чтобы вас не обмануть, сказать точно, как называется. Чехлы Дакота называются, да, название у них. А ковер. Ковер понятия не имею. Ковер. Где же? Ну, не знаю, в общем. Наверное, так же, я думаю, они называются. Это 3D ковры из эко-кожи, также Дакота и чехлы Дакота. Вот. Все, разобрались с этим. По цене 20 тысяч рублей стоят чехлы на сиденье, 40 тысяч стоит ковер. Вот. Кто-то скажет, да, дорого, кто-то там подумает, что вот зачем в чужую машину ложить. Слушайте, я в этой машине нахожусь, в любой другой машине, то есть на работе. Это не важно, что это не мои машины, но я в них живу, сколько, 80%, да, своей жизни. Поэтому я давно хотел что-то подобное сделать, и я это сделал сейчас, так как машина привязана ко мне. Меня не собирается никто увольнять, я сразу обломаю тех лиц, которые... были причастны к моему последнему увольнению. Пламенный вам привет, петушары. Вот, у меня все хорошо, поэтому я буду здесь работать и буду работать здесь долго. Поэтому я спокойно заказал чехлы и ковры. Так, ну я, кстати, да, с подкрылками в этом рейсе. Ну и как видите, вот что у меня не сходится здесь вообще никак и ничего. То есть, что получается, вот это вот подогнуто, да, идет. Возможно так. Если ее дать сюда чуть-чуть, то в целом крыло... Ну, в любом случае у меня завышенное. То есть мне это не сделали, так как у меня стоит программа поднятия ленивца принудительного. Мне не выровняли, не опустили тягач. Это у меня он сейчас стоит даже опущенный где-то на минус 40. Даже нет, больше. Наверное, у меня даже я его до конца и опустил. Потому что в итоге у меня здесь при транспортном положении у меня становится кулак между подкрылками колесом практически. Это ненормально. Ну, пока что есть, так есть. Перекрутил я фонарик, взял сюда. То есть он стоял здесь.
Я его перекрутил сюда, чтобы... Ну, механик, естественно, перекрутил, чтобы я его не сбил. Со второй стороны то же самое. Здесь я выкрутил, по-моему, здесь, да, были два этих. А, нет, вот. Это старые дырки от фонарика, где он был у нас, да. А здесь были, на всякий случай, прикручены тоже два болта, которыми я царапал под крыло. Сейчас я его не царапаю вроде бы. Но с другой стороны, его мне нужно выкрутить, потому что два этих... То есть вы можете понимать, что подкрылок постоянно трется об эти... об пол прицепа. И где тут как-то вам показать, тут я даже... Короче, выкрутим нахер. Ну и, друзья, велосипед я забрал, и это отдельная история. Значит, у меня была испорчена деталь, шатун левый. И я купил комплект новый, чтобы это все дело заменить. И я был уверен, что это все мне легко дастся. Мой велосипед был куплен в 2017 году. Новым я его покупал в Билтеме. С тех пор не ремонтировалось вообще ничего. И я, когда снимал уже звезду саму, я ее вообще не снял. Если левый шатун я еще каким-то образом вышло мне выбить, то с правой стороны со звездой, который идет, он вообще никуда не шел. Я мучился на базе. Мучился, это увидел механик. Хоть у него была и своя работа, но он начал мне помогать. И его взял уже азарт, что он сам этого тоже не может делать. Он брал специальную приспособу. И так у нас не получается выбить никак эту звезду с... Я забыл уже все эти названия велосипедные. Давно уже с ними не был связан с такими, как, с названиями деталей и всего остального. В общем... Чтобы, естественно, не испортить, как же она называется, каретка или как эта херня, не забыла я, короче. Вот. Не соврать вам, минут 30 долбилась молотком, долбилась зубилом, и так в итоге механик взял болгарку просто и попытался распилить вообще его так вот. Просто, чтобы хоть как-то его выбить. И там жесточайший алюминий. То есть, качество, конечно же, шимановское. Это бомба. Я вам серьезно говорю. Если, конечно, у вас не подделка. У меня же Шимано весь оригинал. И, серьезно, ребята, вот этим вот шатуном вы его вообще не... То есть, просто мы его распилили, потому что по-другому было никак. Его не брало ничего. Вообще ничего. Все, и затем мы только смогли его выдрать. Но сейчас меня смущает звук крутящийся, что он не плавный и какой-то в нем есть зажим. И я все-таки думаю, это проблема или же можно все-таки поставить новую деталь. На место старой я еще задумываюсь об этом. Но велосипед у меня в данный момент в палетнике. Как только я его соберу, он переместится, возможно, за кабину, если же раньше я не обклею палетники. У меня не хватило времени, естественно, то есть все было очень быстро на базе. Я не мог себе, в общем, позволить еще какое-то время там задержаться. Мне нужно было ехать на загрузку, поэтому палетники не проклеены, в них огромное, конечно же, скопление пыли. И у меня еще в планах найти еще, да, поговорить с механиком. Кстати, механику еще тоже огромное спасибо вообще за помощь. В целом он мне, помогает со всеми моментами, как было и с установкой инвертора и так далее. Вообще молодец, четкий пацан. Хочу найти какой-то лист, наверное, резины застелить, потому что там тоже стоит огромный грохот. Мне это как-то не нравится все. Планы такие. Посмотрим, как они и когда они у меня осуществятся. Это уже, конечно же, другой момент. Отличное место для ковра в центральных ящиках. Подлокотнички класс. Теперь вообще кайфушка сидеть в сидушке. Чётенько. По поводу ухода мы с вами поговорим чуть позже. Я еще недельку-вторую покатаюсь, так сказать, обживусь с новым инвентарем моей кабины. И я вам все расскажу, чем же я буду дело это обслуживать.
уход нужен всему и всегда, и везде. То есть без ухода ни одна вещь в нашем мире не существует, кроме как камня. Камень лежит сам по себе, ему ничего не надо. Все остальное нужно за всем следить, все убирать, все чистить, все чинить, все обслуживать, ну и так далее. Все прекрасно это понимают. Все, друзья, на этом конец, у нас лето. Может, где-то, если контент не будет выходить, ничего страшного, все-таки летом меньше хочется что-то делать, где-то больше хочется пройтись, прогуляться, сейчас на велосипеде прокатиться. Если будет контент добротный, будет что сказать, обязательно об этом поговорим. Поговорим, да, единственное видео будет стопроцентное, расскажу я о трехосниках и двухосниках, о системе Боги и системе Pusher, и также о системе 6.4, 6.2. Мою личную точку зрения вы выслушаете. И почему именно 6.2 самый актуальный тягач в Скандинавии в целом и в частности в Норвегии. Не 6.4. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.